Приветик, girls! Сегодня мы будем учиться делать быстрый дневной макияж за 10-15 минут. Многие мои клиентки спрашивают у меня, да и в принципе мои знакомые тоже, действительно ли нужно так много продуктов, чтобы сделать дневной макияж, вообще легкий макияж на каждый день. И мой ответ нет. Не обязательно с самого утра наносить базы, кучу разных продуктов, чтобы сделать просто легкий, хороший, качественный макияж. Сегодня я покажу вам, как сделать быстрый макияж за 10-15 минут, при этом не используя так много продуктов. Я уже нацепила себе вот такую вот повязку. Очень удобная повязка, помогает, чтобы волосы не мешали мне при нанесении макияжа. И первое, с чего я начинаю, это тональная основа. Я уже нанесла тоник, крем. Подготовка кожи перед макияжем – это те продукты, которые вы используете в своем дневном уходе. То есть в моем случае я умыла лицо, нанесла тоник, нанесла крем, сыворотку, и все, я могу наносить тональную основу. У меня тональная основа от Estee Lauder в цвете порцелян. И я всегда наношу ее через руку. Не нужно наносить, как в ТикТоке девочки наносят сразу кучу капель на лицо. Это неудобно, вы не сможете контролировать продукт, который вы будете наносить на лицо. С помощью вот такого нажатия и работая через руку, я могу контролировать, сколько продукта я наношу на свое лицо. Если мне нужно меньше, я нанесу меньше продукта. Но когда я наливаю вот так вот весь тональный на лицо, это вообще некомфортно и это не профессионально. Я намочила уже заранее спонж. Спонж нужно мыть после каждого макияжа. Спонж мы увлажняем, хорошо мочим, хорошо отжимаем перед нанесением. И, в принципе, у меня уже увлажненный спонж, я наношу тональную основу. Сначала немножечко беру с руки и наношу ее от нижней части лица такими вбивающими, припечатывающими движениями наверх. И я добавляю еще немножечко, и таким образом понемногу я контролирую нанесение продукта на свою кожу. Я обожаю тональный Estee Lauder. Он легкий, но в то же время перекрывающий. И наношу я легкими такими прибивающими движениями. И важно не заходить на зону под глазами, потому что там у нас будет консилер. Я люблю наносить все спонжиком, потому что именно спонжем можно добиться такого легкого нанесения. Потому что когда вы наносите продукт кистью, он сразу наносит вам очень много. Плюс от кисти остаются следы. Все равно, как ни крути, потом эти следы нужно припечатать спонжем. Поэтому лучше сразу наносить продукт спонжем, чтобы добиться такого натурального нанесения. Я захожу еще немного на эту область и в труднодоступные места. Остатки тонального, который у нас остался на нашем спонже, я немного стягиваю на шею, чтобы немножечко смягчить наш переход. И немножечко на ушки. Так, первый продукт готов. Следующий продукт — это консилер. И у меня вот такой вот консилер от SAEM в цвете 01, так как я светленькая, у меня светлая кожа, и этот оттенок мне очень подходит. Еще тоже не нужно наносить, как в ТикТоке или в каких-то социал-медиа показывают, как вот так вот этой кисточкой наносят просто под глаза кучу продукта. Очень много продукта под глазами на вот этой вот зоне не очень хорошо, так как продукт будет подчеркивать вам то, что не нужно. Очень много продукта, когда собирается под глазами, он подчеркивает то, что нам не нужно. Поэтому я набрала немножечко на руку. Этого мне достаточно. Половину продукта я нанесу под один глаз, другую половину продукта я распределю под другой глаз. И вот таким вот движением я поднимаюсь наверх плавно, тоже прибивающими, такими припечатывающими движениями. Немножечко добавляю на боковую часть носа. И
И мы можем увидеть уже разницу, где у меня есть консилер, а где у меня нет. Немножечко остатки консилера оттягиваю в стороны, чтобы немного вытянуть наш глаз. И добавляю на мое веко, чтобы выровнять цвет и нанести потом тени. Можем добавить еще немного на подбородок. Раньше я добавляла тоже на лоб, но когда много продукта на лбу, на этой зоне, то очень подчеркивает какие-то мимические складки, либо какие-то неровности. В общем, много продуктов на вот этой Т-зоне не очень хорошо летом. Далее, второй продукт готов. И следующее, что мы делаем, это делаем коррекцию лица, контуринг. У меня будет контуринг сделан вот таким продуктом от Fenty Beauty. Это кремовый продукт. Я люблю кремовые продукты от Fenty Beauty. Цвет 03 Macchiato. Вот, набираем. Я тестила все продукты Fenty Beauty и могу сказать точно, что кремовые скульпторы у них очень крутые. Они легкие в нанесении и классно тушуются. И наношу тоже от середины уха. Так, подниму зеркало, чтобы видеть себя прямо. Наношу от середины уха, движусь вперед и немножечко поднимаю, подтушевываю так наверх. Так как у меня легкий дневной макияж, я не хочу слишком переусердствовать с коррекцией лица и вообще с контурингом, да, и когда много наслаиваешь продукты, это тоже занимает много времени. Мне достаточно лишь подчеркнуть мои тени на лице и выровнять, так сказать, то, что мне нужно. Спускаясь также на вот эти вот части. Хорошо их оттушевываю. И также захожу на зону лба. Оттеняю то, что мне нужно скрыть, чтобы визуально у меня был посередине овал лица светлый. Потому что идеальная форма нашего лица — это овал. Поэтому, когда мы делаем макияж и контуринг, то мы стремимся сделать тенью, оттенить тенью те зоны, которые у нас слишком выделяются, да, вот, то есть у меня квадратная форма лица, значит, мне нужно оттенить визуально эти углы, чтобы здесь у меня было овальное лицо, что это считается идеальной формой лица. И немножечко добавляю на носик таким вот углом тонким, чтобы выровнять мой нос. Аккуратно, чтобы не сделать толстые линии. Я не люблю слишком контурировать нос, я люблю, когда такое натурально все, когда все очень натурально. Вот. И такой вот эффект получился у меня на данном этапе. Далее я перехожу к тому, что я буду наносить хайлайтер и румяна. У меня будет хайлайтер от NARS, его остатки точнее. Вот такая миниатюрка в цвете оргазм. Я его очень люблю. Я его набираю кисточкой и наносим продукт на наши щечки. Могу слегка улыбнуться, чтобы у меня щеки выделились еще больше. И вот такими прибивающими, прихлопывающими движениями я наношу продукт и оттушевываю его в сторону. Я люблю очень много румян. Они освежают мое лицо, мне они идут. И, в принципе, я могу позволить себе нанести их много. Еще такой инсайт, который мы с моей подружкой поняли, что очень удобно покупать миниатюрки в Сефоре. Например, ты хочешь купить продукт, например, румяна, да, и полноценный продукт, там сколько, не помню сколько грамм, но больше в 2 раза, чем этот, стоит около, там, не знаю, 200 злотых, 190-200 злотых. Вот, но ты не знаешь, подойдет тебе этот продукт, понравится тебе он или нет. Можно купить миниатюрку, вот как я купила. Мне этой миниатюрки уже хватило, ну не знаю, на год. И то тут половина еще осталась.
Поэтому очень удобно тем, что вы покупаете миниатюрку, платите в 2 раза меньше, пробуете, продукт вам нравится или не нравится, хотите ли вы его еще раз пробовать, да, еще раз им пользоваться. Вот, вы покупаете миниатюрку, пробуете продукт, вам нравится или не нравится, как он на вашей коже, хотите ли вы дальше его использовать, знакомитесь с продуктом. И если он вам нравится, вы можете купить уже полноразмерный продукт, когда закончится вот эта маленькая дорожная миниатюрка. Это очень удобно, на самом деле таких миниатюрок хватает, ну, на очень долгое время, поэтому я думаю, что это такой экономный вариант, если хочется какой-то классный продукт, но цена какая-то такая немного кусается. Следующий продукт, который мы наносим, это хайлайтер. У меня хайлайтер от Kiko, я его показывала в прошлых видео. Вот, и тоже наношу быстрым движением мой хайлайтер. Я не наношу его много, потому что у меня уже в румянах есть золотой блеск. Почему тоже я люблю эти румяна. Наношу слегка на носик, на губу. Вот. И далее я хочу сделать уже свои глаза. И следующее, что я делаю, это наношу спонжем мой все тот же скульптор уже на мое веко. Я смотрю вниз, чтобы у меня не было складок. Потому что когда мы закрываем глаза, когда мы закрываем глаза, у нас появляются складки, в которые не попадает продукт, и потом на открытом веке эти складки очень видны. И я вот так вот совсем чуть-чуть наношу продукта, чтобы у меня была такая коричневая тень на моих веках. Далее этот продукт я фиксирую румянами, все теми же. Тоже смотрю вниз на закрытом глазу. Могу этой кисточкой, могу какой-то более маленькой кисточкой, но так как у меня нет времени, я буду делать этой кистью. Мы используем продукты все очень легкие, сияющие, и они не сделают нам какой-то грязи, они не сделают нам плохой макияж. И наношу на нижнее веко. Все-таки для нижнего века пойду я себе возьму кисти более маленькие. Я взяла вот такую вот форму кисти. И могу, в принципе, нанести еще раз, продублировать румяна на глаза. И румяна на нижнее веко. Обязательно оттушевываем в сторону, чтобы у нас были более вытянутые глаза. Можем остатками продуктов, которые у нас остались на спонже, немножечко притушевать зону под бровями такими припечатывающими движениями. И вот такой вот у нас макияж пока что на данном этапе получается. И следующий продукт, который мы будем использовать, это ресницы. Все знают, как красить ресницы. Или каждый красит их по-своему. У меня уже сделано ламинирование ресниц, поэтому я сильно их не крашу. Я уже накрасила ресницы. И далее я буду делать брови. Я давно не делала, я себе не красила брови хной, поэтому сейчас на данном этапе макияжа брови будет самые нелюбимые. Потому что у меня очень светлые волоски, я просто не вижу свою форму. Я рисую ее просто наугад. Для начала я их расчесываю. Как оформлять брови я рассказывала в прошлом видео. Так, ну с бровями как-то так. Далее по желанию я могу зафиксировать их гелем для бровей. Карандаш для бровей у меня был обычный от Evelyn в цвете тауп. И гель для бровей у меня тоже от Evelyn. И
просто расчесываю их таким образом, фиксируя в нужном мне направлении. И все, жду, пока высохнут. Следующий этап, это будет этап оформления губ. Я буду использовать свой любимый такой холодно-коричневый, даже с фиолетовым таким каким-то подтоном карандаш, но я крашу им только контур. Я накрасила вот такой вот контур. Для меня это слишком темно, но я знаю, что сейчас я добавлю свою помаду, и у меня не будет он настолько виден, этот контур. Я уже беру свои остатки помады и наношу прямо на контур. И вот, вуаля, губы закончила я делать. Мой макияж готов. Для этого мне понадобилась тональная основа, консилер, далее румяна, хайлайтер, потом тушь для ресниц, 2 кисти, для оформления бровей карандаш и куда-то уже делся гель, а также кремовый скульптор. Это все продукты, которые мне понадобились сегодня для того, чтобы сделать вот такой вот макияж. Пишите обязательно, как вам такой вариант макияжа. Как по мне, на каждый день это идеальный вариант для тех, кто любит такой более натуральный макияж. Я обожаю этот макияж, он подчеркивает мою красоту. Также он показывает мои прекрасные веснушки. Этот пудрово-розовый цвет идеально подходит, чтобы подчеркнуть мой цвет глаз зеленый. Для меня этот макияж очень даже идеальный на каждый день. И занимает он всего лишь 10, но если я не сильно тороплюсь, то 15 минут. Как видите сами, мне не понадобилось слишком много продуктов, чтобы сделать этот макияж. Суть этого видео была в том, чтобы показать вам, что не обязательно иметь много косметики в косметичке, чтобы сделать красивый макияж, который подчеркнет вашу красоту. И не обязательно каждый день стоять и тратить на это 30-40 минут, чтобы сделать красивый макияж, который подойдет именно вам. Достаточно просто включить логику, смекалку и подумать, что продукты, которые у вас уже есть, как вы можете их использовать, кроме того, что они по их предназначению, скажем так. Если вам понравилось это видео, я буду благодарна вам за ваш лайк. И пишите комментарии обязательно, если у вас возникнут какие-то вопросы либо сложности, я обязательно вам отвечу. На этом заканчивается наше видео. Всем пока!